Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале «Сад, огород своими руками». Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как мы решаем вопрос с расширением площадей наиболее полюбившихся нам сортов клубники. У нас 12 сортов. Сегодня я предлагаю поучаствовать в расширении площади клубники сорта Пегас. Это ранне-средний сорт, очень урожайный. Главная его особенность – это высокая транспортабельность. Долго может он храниться в таре, перенося перевозки. Мы его уже выращиваем 3 года. Мало осталось материала на перезимовку, но тем не менее сейчас мы будем выбирать небольшие кустики, которые у нас где-то выходят за пределы рядочков, где-то загущаются и так далее. Ну вот примерно такие. Когда лучше производить эту работу? И нельзя слишком рано, потому что приживаемость при низкой температуре будет низкая. А вот когда уже корни несколько пойдут в почву по-серьезному, вот как сейчас хотя бы, видите, вот они просто, готовый кустик, только пересадим его на другое место, он сразу пойдет в рост и даже даст какой-то небольшой урожай уже в этом году. Вот тоже, видите, слегка загущено. Будем. И вот так будем выбирать. Нам нужно набрать 2 десятка, чтобы посадить один рядочек на 8 метров. Итак, мы подготовили 22 потенциальных кустика. Так мы посчитали. Нам нужно такое количество. Оставшиеся кустики мы будем в дальнейшем мульчировать. Поскольку мы будем потом размножать именно усы, брать с этой плантации, то мы не можем ни соломой, ни черной пленкой, только вблизи кустиков опилками, чтобы не гнили ягоды при созревании. Вот таким вот образом будет замульчирована вся вот эта плантация. И здесь, конечно, будут только плюсы. Не будет так перегреваться почва. Как я сказал, будут целости ягоды, меньше придется поливать. Существует много способов посадки клубники. Лунками по 2 растения, какие-то другие в рядочек. Мы привыкли в ряд. В одном направлении. Ее потом легче и обрабатывать, и плети обрывать. И можно даже при желании, у кого есть мототяпочка, по междурядью можно мототяпкой 3-4 раза за сезон ее прорыхлить. Для посадки берем вот такую рейку, для того, чтобы не таскаться с колышками, с веревочками. Положил, 2 года клубника будет дружно жить на одной площади вместе с виноградом, никак не влияя отрицательно на него. А может быть и 3 года, как будет развиваться виноград. Поэтому по одному рядочку мы всегда по междурядьям сажаем клубнику. Берем тяпочкой, очень удобно около этой рейки. И будем высаживать через 30 сантиметров. Сюда под перепашку мотоблоком было внесено перегноя. Это 15 килограмм на квадратный метр. Как видите, рядок мы бороздочку наметили, направление и глубину. Теперь примерно через 30 сантиметров делаем вот такие луночки и сажаем ком вместе с растениями. Важно здесь, понятно, не засыпать почвой сердечко, как так называемое, иначе потом будет болеть растение. Работа не столь уж и тяжелая, поэтому вот так вот за 15 минут весь рядочек мы и закончили посадку. И теперь после посадки уже растений необходимо произвести полив, конечно. При поливе мы используем настой коровяка с древесной золой. Делается он у нас в большой емкости, 50 литров свежего коровяка, 50 литров воды добавляем, все это перемешиваем, неделю-2 настаивается, добавляем туда же сразу ведро, целое ведро золы, и потом этим уже настоем пользуемся почти все лето.
литровая баночка на 10 литров воды. И при поливе обязательно применяем антихрущ для борьбы с медведкой, хрущом, проволочником, совками. Это делать мы считаем обязательно, потому что только польем, медведка сразу поверху пойдет и начнет здесь нам, конечно, вредить. Ну, значит, антихрущ применяется, вот это 10-миллилитровые пакетики на 5 литров воды. Здесь 2 пакета, мы применим ее на 10 литров. Вот таким вот образом. Вот такая жидкость. Выдавливаем. С удобрениями смешивать ее можно. Никакой здесь вообще беды не будет. Вот, наливаем, перемешиваем и поливаем таким чайничком. Поливаем очень аккуратно, чтобы почва не заилила, повторяю, сердечко. А потом после полива необходимо через несколько часов, когда почва сядет, пройти, проверить и несколько поправить эти места, значит, полива. Вот это, применив инсектицид необходимый, применив удобрение и поливая, кстати, каждый день, потому что оно будет пересыхать, пока приживется, необходимо каждый день поливать. Но с таким комом земли, здесь, я думаю, это не голые корни, оно приживется быстро. Я считаю, что мы будем уже уверены в том, что наши растения будут сохранены, и мы получим уже урожай в этом году. Если что-то новое вы почерпнули из этого ролика, я буду очень рад. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.